В этом видео я покажу, как работать с таблицей. Давно не снимал обновленное видео по таблице, потому что некоторые, особенно новички, кто вступает в наши вип-чаты, не понимают, как с ними работать. Они мне пересылают скриншот с видео, там где были старые таблицы, и просят именно эти таблицы, видите ли, там по-другому. На самом деле все то же самое, просто все свел в одну вкладку, все в одной таблице. Давайте по порядку. У нас первая колонка слева здесь, это исходные данные, где вы вводите те данные, которые вам помогут в торговле. Да? Редактировать вы можете только белые ячейки. Когда вы начинаете торговую сессию или, например, торговый день, сюда вы вносите сумму депозита, с которой вы начинаете. Я обычно сюда ввожу стартовый депозит перед началом торговой сессии. Ни торгового дня, ни торговой недели, ни тем более торгового месяца, а именно торговой сессии. Сейчас торговую сессию короткую мы как раз с вами и проведем. Вот я сюда ввожу $150, у меня, допустим, на балансе 150. Возьмем как раз эту сумму, у нас марафон на следующей неделе. Поэтому на примере этого баланса я и покажу. Сюда вы пишете минимальную ставку. В данном случае я взял $5. И здесь пишет процент от стартового депозита. Здесь еще ниже процент от текущего депозита, но оно нам особо не нужно. Далее, что вы еще меняете? Следующую белую ячейку — это индекс перекрытия. Когда вы торгуете с перекрытием, вы можете здесь, например, с двойкой перекрыть. Соответственно, ваши сделки будут перекрываться. Первая сделка 5, вторая 10, третья сделка 20. В среднем мы торгуем 2,5. Я здесь ввожу 2,5. И мои суммы перекрытия будут 5, 12,5, 31, 25. Но вы можете округлять в большую сторону. Здесь, например, 31, здесь 13. То есть примерно так. Здесь пишет просадку. В случае, если вы получите 3 минуса подряд, у вас получится минус $49. В процентах это составит минус 33% или 32%. Вот. Это если первые 3 сделки подряд. Но если вы сделаете сначала плюсы, а потом на каком-то этапе сделаете 3 минуса подряд, ваша просадка не будет составлять 32%, а уже меньше, потому что до этого вы сделали какие-то плюсы. Но вот эти самые плюсы, которые вы сделаете до первых 3 минусов, будут также отображаться в этой просадке. Вы будете с каждой своей сделкой видеть, как меняется ваша просадка максимально. Следующая колонка — это номер 2, в которой вы работаете. Это калькулятор. Вот это вторая колонка — калькулятор. Здесь вы вносите результаты текущей сделки. Поставили сейчас сумму, получили, например, минус, пишем минус 5. Следующая сумма у нас 12,5. Ставим, получили, допустим, плюс, сколько это там, где-то 10 пусть будет, плюс 10, ввели 10, все, калькулятор подсчитал, какой у вас профит с этого круга. Вы этот профит фиксируете в третью колонку. В третьей колонке вы фиксируете именно круги, не сделки. Сделки вы сюда пишете. Когда у вас круг заканчивается и вы выходите в профит, профит переносим сюда, в третью колонку. Вот мой профит $5. Здесь хотите пишите, хотите нет, не обязательно, но для себя, чтобы видели и понимали, какая статистика. То есть мне понадобилось 2 сделки, чтобы получить профит в $5. Я сюда пишу двойку. Все. Далее калькулятор очищаю. Мы круг закончили, профит написал, калькулятор очищаем. И что у нас получается на данном этапе? Минусовая серия была 32,5, она уже уменьшилась до 31,45. Прибыль сейчас составляет $5. В
в процентах 3,3. Всегда всем рекомендую средний стандартный план на торговую сессию держать в пределах 10%. Когда вы видите вот это перед глазами, вы знаете, сколько вам осталось торговать, сколько еще проделать сделок, и чтобы дойти до вашей цели. Так как здесь мы ввели прибыль $5, наша максимальная просадка составит 31%, в случае, если я сейчас сделаю 3 минуса в ряд, то есть минус 5, минус 12,5 и минус 31. Хорошо, теперь продолжаем торговую сессию, начинаем новый круг, мы ставим сделку $5, допустим, она заходит с первого раза в плюс, нет необходимости здесь в калькулятор ее писать, а сразу записываем сюда, а это у нас 4,6. Мы понимаем, что этот круг закончился всего лишь одной сделкой, поэтому я здесь пишу 1. Поняли, да? 4,60 я получил с одной сделки, $5 профита я получил с 2 сделок. Теперь на данном этапе прибыль у меня составляет 6,40 в процентах, прибыль в долларах 9,60. Моя просадка уже уменьшается на 30,55. Давайте теперь третий круг. Допустим, первая сделка минус. Вы пишете минус $5. Дальше вы перекрываете 12,5 или там 12, например, пишем. Тоже сделка не заходит минус 12. Хорошо. У вас остается еще третья сделка за этот круг. $31. И, допустим, эта сделка заходит в плюс. Не знаю, сколько это, примерно $27. Допустим, я пишу 27. И видим, что калькулятор подсчитал. Наша прибыль получилась $10. Из 3 сделок круг завершился. Мы эти $10 фиксируем в третью колонку. Пишу $10. И мне понадобилось 3 сделки, чтобы получился вот этот профит. Калькулятор снова очищаем. Это калькулятор. Здесь вводим только текущие сделки для того, чтобы подсчитывать профит. А фиксируем и сохраняем вот в этой третьей колонке. Итак, что у нас получилось? $5 за 2 сделки, 4,60 за 1 сделку, $10 за 3 сделки. Итого у нас получилось 3 и 3, 6 сделок всего, но это не обязательно знать. Общая прибыль за сессию 19,60, прибыль в процентах 13%. Моя просадка максимальная в случае, если я буду продолжать и поставлю 3 сделки и все они зайдут в минус, моя просадка составит 28 или там 29%. Давайте дальше пример. К примеру, вы сессию завершили, потому что план выполнили, у вас 13%. План выполнил, вы идете отдыхать на час, на 2 или вообще может быть на завтра. Все, сессия у вас закончилась. Если у вас закончилась сессия, здесь у нас, видите, текущий депозит. То есть мы начинали со $150. Теперь наш депозит составляет 169,60. Так как торговая сессия моя закончилась, я вот эту сумму дублирую сюда. Пишу 169,60. Торговую сессию очищаю. Понятно, что и когда очищать. Здесь мы калькулятор очищаем, когда мы считаем прибыль в текущей сессии. А тут сессию мы очищаем, когда сессия закончилась. Я уже перенес в свой стартовый депозит новую сумму. Теперь мой стартовый депозит не $150, а уже $170. Поэтому, когда я вернусь после отдыха через час, 2, 3, сяду торговать и открывать новую сессию, я буду начинать с вот этого депозита. Теперь все заново. Я вижу, что моя стартовая сумма уже не 3,3%, а 2,95%, так как у меня баланс уже увеличился.
Но я всегда рекомендую придерживаться одного и того же процента. Поэтому, так как у меня депозит увеличился, я увеличиваю ставку. Теперь это будет $6. И далее у меня перекрытие получается 6, 15, 37 с индексом 2,5. Просадка максимальная 35%. Это многовато, поэтому я уменьшаю индекс перекрытия, ставлю 2,2. Просадка получается 28%. Такая же просадка, как в прошлой сессии, когда я закончил сессию с профитом. Это будет оптимально, если начать с этой суммы, с этой просадки. Давайте теперь торгуем дальше. Первая сделка заходит в плюс сразу же. 6. Это у нас, допустим, 5,4. Пишу 1. Вторая сделка тоже заходит с первого раза. Ну и хорошо. Пишу 5,4. Моя прибыль на данном этапе 6,4%. В долларах $11. Просадка текущая чуть меньше 27%. Смоделируем следующую ситуацию. Вы заходите на $6. Сделка не заходит. Заходите, перекрываете на $13. Она тоже не заходит. Ну и у вас последнее перекрытие на $29. И она тоже не заходит. Все, вы получили 3 минуса в ряд. Дальше мы не идем. Никакое третье, четвертое, пятое. Это все отставить. Вы должны это все писать и видеть перед глазами, что у вас 3 минуса в ряд. Получилось минус $48. Теперь нужно зафиксировать эти минус $48. Я пишу 3 сделки минус $48. Итого. Моя прибыль минус $37. Прибыль в процентах, то есть просадка минус $22. Сессию, вернее, круг очищаем, калькулятор очищаем. Мы уже зафиксировали. Наша сессия закончилась. Мы не выполнили план, который ставили в пределах 10%. Но и закончилась она не потому, что мы не выполнили план или выполнили, а потому что получили 3 минуса в ряд. После того, как вы получаете 3 минуса в ряд, это уже сигнал, что вам нужно закончить сессию. Потому что вы уже в просадке. Да, вы не сделали ту просадку, которая была изначально, там 28%. Вы сделали меньше, потому что у вас первые 2 плюса были, а потом минус те самые 28%. Но если подсуммировать всю торговую сессию, в общем получается минус 22%. В среднем просадка минус 20% это нормальная просадка. Минус 15 было бы лучше, конечно. Но минус 30% это должен быть вообще потолок всем потолкам. Выше идти нельзя и не нужно. Хорошо, что делать дальше? Допустим, на сегодня у вас торговая сессия закончилась, или, допустим, через еще 3 часа, через час у вас еще будет торговая сессия. Фиксируем. Теперь мой текущий депозит составляет не 169,60, а уже 132,40. Поэтому я пишу сюда 132,40 и все, сессию очищаю. Почистил сессию, прихожу заново, сажусь за торговлю. Вижу, что $6 это слишком много, в процентах 4,5, поэтому я ее понижаю. Ставлю $4. Вот и выходит в среднем 3%. Мои перекрытия 4, 9 и 19, допустим. Просадка 24%. В принципе нормально, можно и повысить. Почему повысить? Потому что прошлая сессия была в просадке, а вам нужно немножко прибавить темпа. Поэтому в таком случае я ставлю индекс перекрытия 2,5, и у меня как раз выходит просадка максимальная 30%.
Да, это эти 30%, это не то же самое 30%, как в прошлой сессии, потому что в прошлой сессии у вас был баланс больше, и 30% составлял там, не помню, 40, по-моему, долларов. Нет, больше 40 долларов. Сейчас 30 долларов, это 39 долларов от этой суммы. Допустим, сессия у вас заканчивается плюсовой. Ну, смоделируем. Из двух сделок у вас, к примеру, 4. Нет, не так. Допустим, 5. Еще раз из двух сделок вы сделали 5. И, допустим, из 3 сделок сделали, ну, 7. Прибыль у вас получилась 17 долларов. В процентах почти 13%. Классно. Сессия закончилась, план выполнили. Ваш баланс уже 149.40. Вы должны радоваться этому. Вы должны забыть то, что у вас было 150, потом было 169, потом, возможно, было 180. Вы про это должны забыть. Это было тогда. Все. У вас сейчас новый депозит. Вы должны принять этот депозит. Поэтому и некоторые новички думают, что им стоит продолжать отбивать еще 10, еще 15%, которые были потеряны в прошлой сессии. Делать этого не нужно. Все, мы закончили торговую сессию 149.40. Я пишу сюда 149.40 и очищаю торговую сессию. Вот и все. Хотите, также дополнительно есть дневник, куда вы можете вносить результаты всего торгового дня. Можете сюда результат торгового дня вносить из вашей статистики прямо с платформы на Pocket Option. Если вы на сегодня закончили, посмотрели, какая у вас там прибыль либо убыток, и ввели сюда. Либо же уже отсюда переносить, как хотите. Дальше. Теперь отвечаю тем, кто меня спрашивает, а где же та таблица, там было интересно, там удобно, там что-то про СКУ. Смотрим крайнюю таблицу справа, называется стратегии. Вот первая колонка СКУ1 и вторая колонка СКУ2. Ну еще третье перекрытие, но оно вам не нужно, потому что я его здесь продублировал. Единственное, что здесь я еще добавил четвертое перекрытие, это для тех, кому, возможно, эта сумма нужна будет пригодиться. Давайте я здесь поменяю сумму, напишу 5. Видите, здесь суммы поменялись. 5, 12, 31, 78. Также и меняются вот эти вот суммы по СКУ1, СКУ2. Давайте вкратце поговорим про вот эту колонку. Внизу также я написал общий убыток. Это если в случае сделать 10 минусов в ряд, у вас получается 310. Эта сумма некорректная, неверная, потому что здесь у нас система другая. Мы не ставим все суммы подряд, мы работаем совсем по-другому. Поэтому, в принципе, эта сумма нам даже и не нужна. Ну, я просто так посчитал. Это не важно. Хорошо, давайте теперь по СКУ. Как торговать по СКУ1 и как торговать по СКУ2. Проще торговать по СКУ2. Давайте с нее мы и начнем. По этим стратегиям рекомендую начинать с 1%, с 2, с 3. Ну, я думаю, 3 достаточно будет. Но на своем примере я буду с 3% показывать. Тут моя минимальная ставка 5 долларов. Поехали. Наша первая сделка по СКУ2 5 долларов. Мы ее ставим. У нас сделка, допустим, заходит в плюс. Ну и хорошо, мы ее сразу здесь фиксируем. Пишем одна сделка, и это 4,60. Хорошо, записали. Дальше. Начинаем круг заново. Опять с пятерки. Ставим 5 долларов в сделку. Она не заходит. Мы пишем в калькулятор, заносим минус 5. Следующая сделка у нас идет 5 долларов последовательно по этой таблице. Допустим, эта сделка заходит в плюс, вы получаете
4,60 и вносите сюда в калькулятор. Пока что калькулятор показывает красный цвет, вы еще не отбили минус, поэтому продолжаем по таблице. Следующая сумма у нас $10. К примеру, сумма заходит, результат у нас 9,2, вносим в калькулятор, и у нас общий профит получился 8,80 по результатам 3 сделок. Мы вносим сюда $3, 8,80. Опять очищаем калькулятор и начинаем новый круг. Вот эти вот суммы идут парные. 5,5 стартовая, потом умножается на 2, 10, 10, умножается на 2, 20, 20, умножается на 2, 40, 40 и так далее, 80, 80. Давайте еще один круг смоделируем. Допустим, первая сделка минус 5, вторая сделка тоже минус 5, третья сделка, к примеру, плюс. Мы записали, у нас калькулятор еще пока не в профите. Четвертая сделка у нас также $10. Мы ставим $10, и она, допустим, в минус. У нас уже общий минус почти $11. Мы продолжаем. Следующая сумма $20. К примеру, она заходит в плюс. Это 18,40. Круг закрыт. Мы сюда фиксируем 1, 2, 3, 4, 5 сделок с прибылью 7,60. Прибыль составила 14%, прибыль за сессию $21. Сессия окончена. Все то же самое. 170 переносим сюда. Очищаем сессию, калькулятор очищаем и позже продолжаем. Окей. Давайте вернемся назад и представим, что эта сделка, следующая, зашла в минус, получилось минус 20. Моделируем следующую ситуацию. Просадка уже увеличивается. Справа вы видите процент просадки. Обязательно на нее надо обращать внимание. Вы торгуете до тех пор, пока не уйдете в ту просадку, которую для себя ставите потолком. Я рекомендую по СКУ потолок ставить минус 30%. Давайте пойдем дальше. Мы сделали 1, 2, 3, 4, 5 сделок. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая сумма у нас снова $20. Если она заходит в плюс, соответственно, мы продолжаем. Берем следующую сумму 40. Но мы понимаем, что если 40 не зайдет, следующие 40, уже будет минус $35. Вам надо будет фиксировать этот убыток. Сюда вносим минус 52. Сколько это сделок получилось? 7. И все, на этом заканчиваем. Или же вторая ситуация. Вот у нас минус 12,40. Следующая сумма у нас должна быть $40. Как минимизировать убыток? Все опять упирается в цифры и математику. Вам не обязательно брать следующую сумму $40. На каком этапе определять это? Брать следующую сумму или нет? Если у вас идут вот такие вот минуса, уже вы дошли примерно 5-7 сделок, и вы пока не можете выкарабкаться из минуса, смотрим. У нас следующая сумма по таблице идет $40. Сразу считайте, перед тем, как открыть сделку. Если эта сделка заходит в минус, у меня получается минус 35%. Это много, поэтому мне надо уменьшать сделку. Уменьшаем до той суммы, которая бы могла покрыть вот этот убыток, минус $12. Поэтому я беру предыдущую сумму на $20 и открываю. Моделируем две ситуации. Если она заходит в плюс, у нас получается 18,40. Круг закрыт с прибылью $6. Все, мы выкарабкались, не ушли в большой
ну вообще в принципе в минус не ушли, зафиксировали, окей, начали заново. Но если мы понимаем, что мы могли поставить и $40 здесь, как и должны были ставить, прибыль могла бы быть больше, но стоит ли эта прибыль большая и рисковать ставить $40 и уйти в минус 35%, решать вам. Но если вы уменьшили сумму и она покрыла, если она заходит в плюс и она покрывает предыдущую прибыль, все, окей, это нормально, особенно для новичков. А если она заходит в минус, у вас получается минус 21%. Это лучше, чем у вас здесь было бы минус 40 и в результате минус 35%. Но мы пишем минус 20, и у нас получается минус 21%. Теперь, что делать дальше? Продолжать круг или нет? Опять-таки решать вам. Нужно также понимать, что могло бы быть здесь минус 35%. Могло быть, если бы вы поставили $40. Но вы не поставили. Уменьшили сумму. Да, все равно получился минус. Но зато убыток минус 21%. Какие дальнейшие действия? Либо вы фиксируете круг с минусом. Пишите минус $32. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 сделок. И все, сессия закончена. Либо, если вы продолжаете, следующим шагом у вас в любом случае будет $40. То есть вы на шаг назад отступили, поставили $20. Не получилось перекрыть этот минус. Но зато вы потеряли в сделке не минус 40, а минус 20. Но следующим шагом, если вы продолжаете, в любом случае вам надо уже брать 40 и 40. Давайте возьмем следующую сделку. К примеру, она заходит в плюс. Все, круг закрыт, 4,4 зафиксировали. Но если она заходит в минус, ничего тут не поделаешь. Просадка уже велика, минус $48. Вернее, минус 48%. И это уже много. Дальше продолжать опасно. Поэтому перед тем, как вы поставите эту сделку, сначала посчитайте наперед. Если будет минус, какой это будет процент? Минус 48. Нет, это много. Хорошо, вы подумаете, может быть мне уменьшить и поставить не 40, а снова 20? Опять-таки, можно. Но если это будет, к примеру, опять минус 20, получается минус 35%, опять надо фиксироваться. Дальше идти уже не рекомендуется. Но зачем вам рисковать и ставить эти $20, если эта сделка все равно не покроет ваши минус 32? Поэтому на данном этапе лучше всего зафиксироваться и написать минус 32. Вот так вот. Это что касается СКУ-2. Здесь вы ставите суммы по порядку. То есть 5, 5, 10, 10, 20, 20, 40, 40 и так далее. Можно дальше идти. Это уже в зависимости от вашего депозита. И, соответственно, в зависимости от минимальной ставки. Если я здесь поставлю $2, у меня будет 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32 и так далее. Поэтому тут должна работать голова, владение цифрами, аналитика. Не столь стратегия. Сделка ваша зайти может быть абсолютно по-разному. Плюс, и либо минус, либо возврат. Но вы должны анализировать, считать, никуда не спешить, видеть все перед глазами. Хорошо, давайте теперь смоделируем ситуацию, следующую по следующей стратегии СКУ-1. Здесь немножко по-другому. Здесь рисков в просадке меньше, прибыли возможной тоже меньше. В СКУ-2 прибыль больше, но и просадка тоже больше. Так, давайте снова начнем со $150. Ставка $5. Начинаем торговлю по системе СКУ-1. Как здесь торговать? Первая сделка в любом случае стартовая $5. Если сделка заходит в плюс,
мы пишем в калькулятор, прямо в калькулятор 4,60. Если первая сделка в плюс, в принципе, ее вы всегда можете фиксировать. То есть сюда дописать 4,60 и начать заново. Можно и продолжать. Но давайте первый вариант для первых плюсов пока что фиксируем. Ну, первая сделка сразу зашла, ну и зафиксировали. Хорошо, давайте еще новый круг. Начинаем с пятерки. Допустим, не заходит у вас минус 5. Какую следующую сумму ставить, если сделка в минус? Конкретная сделка в минус. Не профит, а именно сделка. Мы ставим снова эту же сумму. 5 долларов. К примеру, она заходит в минус. Мы пишем минус 5. Что делать дальше, если снова минус? Мы продолжаем, ставим эту же сумму. То есть мы фиксированную сумму ставим до тех пор, пока не будет плюсовая сделка. Мы снова ставим 5 долларов. У нас сделка заходит в плюс. Я пишу 4,6. Так как сделка была плюсовая, мы переходим к следующей сумме из таблицы СКУ. Это 10 долларов. Я ставлю в сделку 10 долларов. К примеру, сделка заходит в плюс. Я пишу 9,20. И продолжаю. Беру следующую сумму 15 долларов. Почему 15 долларов? Потому что последняя сделка плюсовая. Я беру следующую сумму из таблицы в 15 долларов. Если 10 долларов будет в минус, пишу минус 10, я снова буду ставить 10 долларов, не 15. То есть мы не перекрываемся. Мы перекрываемся, когда у нас плюс. Плюсовая сделка у нас уменьшает нашу просадку, и за счет этого мы двигаемся вперед. Берем следующую сумму, увеличенную, и ставим ее. Если сделка минусовая, минус 10, я снова ставлю 10 долларов. К примеру, сделка в плюс, пишу 9,2. Так как сделка плюсовая, я беру следующую сумму из таблицы, это 15. К примеру, сделка заходит в плюс, это там 13 долларов. Мы вышли в прибыль 6,80. Можно круг фиксировать, как я уже говорил, писать 6,8. Либо продолжать. Так как плюсовая сделка, мы берем следующую сумму 20. Далее. Сделка может быть в минус. Правильно? Тогда мы следующую сумму опять ставим 20. И если она плюсовая, то мы фактически снова выходим в плюс. Другой вариант. Если эти 20 долларов пошли в плюс сразу, мы уже вышли в плюс 25 долларов. В принципе, уже хорошая сумма, процент, можно фиксироваться. Опять-таки, можно не фиксировать, продолжать. Следующая сумма у нас 25. Почему 25? Потому что последняя сумма плюсовая. Если бы последняя сделка была бы минусовая, я бы продолжал ее ставить до тех пор, пока сделка не заходит в плюс. Запоминайте, именно сделка, не колонка профит. Колонка профит может меняться в зависимости от вашей торговли. Но если сделка. Здесь минус, ставлю опять пятерку. Здесь плюс, увеличиваю. Ставлю 10. Если минус, ставлю снова 10. Здесь плюс, ставлю уже 15. Здесь плюс, ставлю 20. Здесь плюс, ставлю 25. И, допустим, в минус. Ну, раз в минус, тогда я ставлю снова 25. Верно? Так как минусовая сделка. Дальше. Здесь может быть как минус 25 следующая сумма. Смотрите, мы уже уходим в минус 17%. Дальше мы можем поставить, как мне кажется, последнюю сумму еще раз 25. И если она в минус уйдет, это минус 33%, все, достаточно, закрываемся. Но если она в плюс, это где-то 22 доллара. 22. У нас уже минус 3 доллара. Следующая сумма 30. Имейте в виду, если у вас будут
статистика то плюс, то минус, то плюс, то минус. То есть то вы уходите в минус 20, то в минус там $3, да. На каком-то этапе за счет этого ваша сумма увеличивается, да, когда вы получаете плюсовую сделку. Но если на каком-то этапе, когда вы увеличиваетесь, хотя вы не идете в просадку, потому что, ну, плюс перекрывает минус, но если на каком-то этапе у вас будет 2 минуса в ряд, то уже будет существенная просадка. Поэтому нужно знать, где вам примерно уже фиксироваться. Вы могли фиксироваться на этом моменте, вы могли фиксироваться на этом моменте. Теперь здесь также можно применить вот эту схему, как в СКУ-2, когда я говорил, что вы можете не увеличивать сумму, а отступить на шаг назад. Так как в данном случае моя сделка, допустим, плюсовая на $25, и мой профит на данном этапе составляет всего лишь минус $3, мне нет необходимости дальше увеличивать, ставить $30. Потому что если 30, это будет минус, потом после 30 снова минус 30, это уже большой минус. Почему бы сейчас не уменьшить сумму? Ее вполне перекрывает пятерка, если вы прям хотите круг начать заново, то можете начать пятерка. Если в плюс зайдет, вы уже покроетесь. Потом поставите десятку. Это максимально минимизирует риск. Можете не с пятерки, можете с десятки начать, тоже нормально. Если зайдет в плюс, спокойно перекрываете и выходите опять в плюс $6. Если будет минус, минус 10, тогда уже ставите не десятку, а уже 15, чтобы покрыть вот эту. То есть вы в процессе должны корректировать и регулировать суммы сделок. Только благодаря вот этой таблице и контролю, умению считать и разбираться в цифрах, вы сможете контролировать ваш торговый баланс. Вы не сольетесь ни в какие там минус 50, 70 и никакие минус 100%. У вас должны быть рамки. Это схема СКУ. Возможно, вам не настолько будет понятнее, чем вот это, потому что по СКУ-2 все очень просто. Вы просто ставите эти суммы по порядку. А в СКУ надо ставить текущую сумму до тех пор, пока эта сделка не зайдет в плюс, потом увеличиваете, ставите 10. Зашла в плюс, увеличиваете. Не зашла в минус, снова ставите ее. То есть зашла в минус, ставите снова ее. Зашла в минус, опять ее. Зашла в плюс, ставим дальше 20. И так далее. Круг завершаете. Когда хотите. Можно так. При хорошей статистике, вот так вот круг можно продолжать. Ваш профит будет увеличиваться там до плюс 50. Ну вот именно калькулятор. В калькуляторе у вас будет плюс 50-60%. Но, конечно, это если будет хорошая статистика именно плюсовых. Про хорошую статистику я имею в виду не количество плюсов преобладают над количеством минусов, а здесь важно, чтобы эти плюсы шли именно в ряд. Если у вас как минимум 2 плюса в ряд идет, это хорошо. Но если у вас идут 2 минуса в ряд, а что хуже, эти 2 минуса в ряд идут чаще, чем 2 плюса в ряд, то это говорит о плохой статистике. У вас не получится закрыть круг в профит. Вам придется постоянно, либо увеличиваться и в конечном итоге просто дойти до минус 100%, либо постоянно уменьшать суммы для того, чтобы кое-как хотя бы выйти в ноль и закрыть калькулятор, закрыть именно круг в ноль или в какой-нибудь маленький профит. Надеюсь, вы поняли, как работать с калькулятором, с данной таблицей. Работайте постоянно с нею. Ничего сложного. Какие у вас будут еще вопросы, спрашивайте. Но я думаю, я максимально разжевал, все объяснил. По СКУ-1, СКУ-2 мы на эфирах не торгуем. Это больше для самостоятельной торговли, для постоянной, дисциплинированной. Не так, что сегодня вы так поторговали, завтра вы не хотите так торговать, вы там, я не знаю, с перекрытиями.
торгуйте всегда по одной и той же стратегии, хотя бы в какое-то продолжительное время, хотя бы неделю, там 2 недели. И также очень важно, чтобы вы постоянно придерживались именно одного и того же плана. Например, 10-12%. Не так, что сегодня 5%, завтра решили 30%. Сегодня допустили себе минус 20%, завтра минус 40%. Такого не должно быть. Минусовой порог должен быть одинаковый. Плюсовой план должен быть одинаковый. Это нормально, если у вас там получается чуть больше плана. Да. Но не стремитесь, чтобы у вас план был слишком высокий. Не надо стремиться. Каждый день он должен быть одинаковый. И еще последний момент, что важно. Стартовая сумма в процентах на каждую сессию должна быть одинаковая тоже. Все должно быть одинаково строго. Если вы торгуете по 3%, придерживайтесь этих 3% каждый раз. Почему? Потому что сегодня, если вы придерживаетесь, к примеру, 3%, вам, чтобы закрыть круг, достаточно, вернее, закрыть торговую сессию, достаточно в среднем 3-4 круга. Сегодня, допустим, вы торгуете, делаете 3-4 круга, сессия закончила, зафиксировали. Завтра вы торгуете по такой же схеме, делаете 3-4 круга, сессия закрыта, зафиксировали. Послезавтра вы почему-то решили, что ну вот я буду торговать по 1%, да, например, 1,5%, 1%. Теперь, чтобы вам сделать тот же план в плюс 10%, вам нужно сделать уже, понятное дело, не 3-4 круга, а уже больше, около 5, 6, там, 7 кругов надо будет сделать вам. Соответственно, у вас увеличивается количество сделок. Смоделируем ситуацию. Допустим, за первые 3-4 круга у вас идут плюсы. Допустим, тут 2 сделки, тут 3, тут 1, тут 2. Допустим, у вас идут плюсы. Я так рандомные суммы напишу, это не имеет значения. Вот, идут плюсы. На 4-й круг у вас профит всего лишь меньше 5%. То есть вам до плана еще надо продолжать. Вы делаете еще один круг из 3 сделок, тут, допустим, $3. Прибыль уже почти 7%. И, допустим, на следующем кругу вы делаете просадку в минус $20. Минус $20. Все, ваша прибыль уже минус 7%. Чем отличается эта торговая сессия от прошлой? Если бы вы постоянно делали 3%. Понятно, что и в такой ситуации вы могли бы получить минус. К чему я веду про постоянство? Ведь если бы вы торговали по 3%, теоретически за 3 круга вы бы уже сделали план, и сегодняшняя торговая сессия была бы в плюсе. Вам не надо было бы делать следующие 3 круга. Я надеюсь, вы это понимаете. Так как вы уменьшили себе ставку, вам пришлось не 3-4 круга делать, а уже больше. Вероятность попадания на минус 3 увеличивается, потому что вам нужно совершить уже там не 4, не 5, не 6 сделок, а уже примерно в 2 раза больше. Соответственно, где-то вы можете наткнуться на это. Конечно, хорошо, если, бывает и сессия нормально заканчивается, плюсовая, окей, так тоже бывает. Но у вас тогда идет разбежность в дисциплине, потому что сегодня вы так решили торговать, вчера вы так, завтра по-другому. Если вы хотите по 1% торговать, торгуйте тогда с самого начала по 1%. Не надо тогда увеличивать следующую торговую сессию. Потому что картина может быть с точностью да наоборот. Когда ваша первая, вторая, третья сессия с такой ставкой, допустим, закрывается в плюс, а какая-то очередная торговая сессия, к примеру, сразу 3 минуса в ряд, у вас получается минус там 19 или там минус $20, да? Это минус 13%. Да, просадка меньше. Можно зафиксироваться. Но еще один момент. В каком случае тогда можно допускать
себе уменьшать проценты, чтобы это было одинаково по сравнению с предыдущими торговыми сессиями. Так как если вы вчера, допустим, по 3% торговали, ну и вообще всю неделю по 3%, сегодня решили, ну, рынок какой-то такой-сякой, и давай-ка я попробую с 1%, не буду так рисковать. Хорошо, начинаем с 1%, но в таком случае вы можете торговать не до одной минусовой серии, а уже до 2 минусовых серий. Потому что ваша просадка будет всего лишь минус 13%, а не минус 20, минус 25, вы можете позволить себе 2 минусовые серии. Это тоже нормально. Тогда можно считать, что такая торговая сессия примерно будет равносильно той торговой сессии, в которой вы ставку брали в 3%. Я надеюсь, вы это поняли. Если берете 3% железно до первой минусовой серии, если берете там 1%, можем себе позволить 2 минусовые серии, то есть 2 попытки ошибиться. Ведь при ставке в 3% у нас только одна попытка на ошибку, одна ошибка, да, это 3 минуса в ряд. Когда мы уменьшаем нашу ставку, ставим там 1% там, или 1,5%, наша просадка в минус 13%, мы можем позволить себе 2 просадки, то есть 2 попытки. Ведь бывает так, что один раз получилось минус 3 в ряд. Но возможно следующие круги закончатся хорошо, и мы перекроем и этот минус, и выйдем в плюс 10%. Так, на этом все. Я не знаю, сколько будет длиться это видео, не буду ее ускорять, загружу, и вы посмотрите, послушайте, надеюсь, вы будете работать по таблице. В принципе, это все. Такую информацию вам никто никогда нигде не даст, ни один трейдер, потому что даже никакой трейдер не занимается вот такой дисциплиной, такой торговлей. Даже если бы он и занимался какой-либо дисциплиной, он бы этим с вами не делился. Но я уверен, что на 99% трейдеров никто этим не занимается. Поэтому цените эту информацию. Сливаются только те, кто жадничает, не контролирует себя, не контролирует свою работу, не ставит себе четкие планы в плюс, не ставит четкие себе ограничения в минусе. И также не торгует четко по плану, в процентах и четко по стратегии. Либо СКУ-1, либо СКУ-2, либо перекрытие. Перекрытие у нас тоже. Индексы можно корректировать в процессе. В процессе это если вы меняете ставку. Обязательно корректируйте индекс. Это тоже важно. Вы должны видеть, какая у вас будет просадка. Нужно корректировать. И всегда нужно идти и корректировать в процессе, когда вы идете. Если вы идете в плюсы, вы опять-таки корректируете, видите, какой у вас максимальный просадок, где можно увеличить риск, где наоборот нужно уменьшить риск. Все это перед глазами. Но если вы просто тупо торгуете на платформе, как один мне сказал, зачем эта таблица, если у тебя на балансе и так видно, ты в плюсе или в минусе, то как этот человек ошибается, так и все те, кто так думает. На балансе мы ни хрена не видим. Мы на балансе не видим всю вот эту информацию, которую я вам сейчас рассказал в этом видео. А здесь вы видите сами перед глазами. Большинство, я даже не скажу, что большинство, а все, кто до сих пор работает с помощью таблицы, либо ведет какую-то свою таблицу, это тоже хорошо. Никто не жаловался, что таблица никак не помогает. Все говорили и до сих пор говорят, что таблица очень-очень помогает. Не говорю, что она прям позволит вам сделать и большую прибыль заработать. В первую очередь она учит вас контролировать, торговать четко по плану, дисциплинировать себя. Это самое важное в торговле. Если нет у вас таблицы, если вы не владеете цифрами, если вы не владеете информацией и у вас нет плана торговой сессии, вы никогда не заработаете. Только малая часть, кому действительно везет,
либо те, кто очень хорошо прям торгует. Вот у них это будет получаться. Но если бы и эти люди вели бы таблицу, у них результат был бы еще намного лучше. Поэтому работайте, пользуйтесь. Спасибо, что посмотрели это видео до конца.